если анализировать все каналы поставок от поля до прилавка, то, что называется, вот, то один из растущих таких, я бы сказал, монополистов, да, это все-таки там торговые сети. Хоть они и говорят, что там мы занимаем 25% всего рынка, вот, но у аналитиков есть еще вторая структура, которая называется форматы современной торговли, в которые, я так понимаю, относятся сети, но размером чуть поменьше. То есть это не федеральные сети, вот, но это такие же сети. Там, если рассматривать по регионам, то в Сибири там федеральные игроки еще не зашли. А если зашли, то это больше один там магазинчик, конкуренцию со стороны которого пока что еще местные сети там не чувствуют. Вот. И здесь действительно контроль над рынком, он позволяет получать более высокую маржинальную доходность, работать на отрицательном оборотном капитале, что в принципе никто ни в пищевой промышленности, ни в аграрном секторе себе позволить не может. И вот я уже молчу про закредитованность наших аграриев, которым надо просто один урожай отдать банкам для того, чтобы просто выйти в ноль. Здесь уже не до расширенного воспроизводства. Вот. Ну и та же проблема, та, которая нам мешает, да, у нас импортозамещение, у нас все замечательно, у нас рынок вроде как увеличился, можно было развивать производство. Вот. Где дешевые длинные деньги? Их практически нету. При наличии долгов у аграриев и закредитованность просто заложить уже нечего, чтобы получить какой-то кредит в банке. Вот после изменения курса доллара в такую же ситуацию попали пищевые предприятия, которые вроде как перерабатывающая промышленность и в более хорошем положении относительно аграрных предприятий, но они тоже столкнулись с трудностями. И опять же мы столкнулись с трудностями на пути там, где меньше конкуренции и больше монополизации. Да, это с сетями, которые в принципе диктовали, они не хотели принимать цены, говорили, что это благо. Там, они единственным выступают регулятором для того, чтобы население не столкнулось с более высокой ценой. Вот, а производители, они вынуждены были все свои как бы издержки закладывать, потому что когда ты можешь пересмотреть цену раз в полгода, ты сидишь и гадаешь на кофейной гуще, да, какой будет курс доллара, какая будет цена электроэнергии, ГСМ и так далее, просто чтобы банально не вылететь в трубу. Вот. И здесь, конечно, надо идти вот по пути конкуренции, если говорить там о каналах сбыта. Мы только по Москве, я понимаю, что у нас чистые улицы сейчас, приятно ходить, мы выкосили вот эти ларьки, лотки, которые раздражали, но мы убрали 35 тысяч торговых объектов. Мы убрали практически все сельскохозяйственные рынки. Мы практически сами наращиваем этот монополизм. И здесь понятно, что вот у Минпромторга сейчас есть инициативы, там мобильная торговля, альтернативные там розничные точки. Как у меня говорят знакомые, торговым сетям может конкуренцию составить только маленькие объекты у дома, рынки и так далее. Это точно так же, как эффективность борьбы против крупной армии, партизанские отряды. Вот такие партизанские отряды в виде частников, да, вот, они действительно могут создать какую-то конкуренцию. Меня несколько возмущает, когда средства массовой информации говорят, что между отпускной ценой производителя и ценой на прилавке там в 10 раз разница, ну нету такой цены, но в 2 раза да, но это скоропорт, вы же поймите, что если овощи и фрукты, это очень большой процент списания как таковой. Вот. И все-таки первично здесь покупательная способность населения. Что мы видим? Мы сравниваем с сравнимым, то есть мы берем цены отпускные аграриев прошлого года и сравниваем с сегодняшними. Вот. Мы видим, что по картофелю цена на 10 рублей дешевле, чем в прошлом году. Это вот производители. И почему, кстати, продовольственная корзина 4,2% да, показала, вот, а продуктовая инфляция порядка там 13,5%. Ну, потому что состав корзины такой. То есть если картофель дешевле, то, соответственно, подорожание чего-то, оно просто растворяется вот в этом удешевлении.